Всем привет! Давайте проведем короткий расклад, что между вами осталось недосказанным, между тобой и им, какой бы он ни был. И прежде чем начать, конечно же, зову всех в проживание старших арканов. Давайте начнем наш расклад. Итак, первый вариант. Тройка жезлов. Рыцарь мечей. Король жезлов. Семерка пентаклей. И страшный суд. Сразу говорю, лукавить не буду, если карты показывают чего-то не то в отношении тебя, да, то сама виновата. Ну смотри, передо мной, как всегда, бумажка с вопросами, с 5 вопросами, чтобы я там не забыл чего-то, куда-то не туда не ушел. И сегодня будет короткий расклад, по фактам расскажу. А что за обида или претензия сидит так глубоко, что ты сама не замечаешь, как она меняет твое поведение? Ну, по тройке жезлов, знаешь, ты давно ждешь, что он возьмет инициативу в мелочах. Ну, там, позовет тебя там на свидание, там, возможно, за город куда-нибудь отдохнуть, да? Хотя бы сам предложит придумать планы на выходные. Но в итоге ты всегда оказываешься тем человеком, кто вот организует все, да, все решает, все бронирует и так далее. И тебе кажется, что это ерунда, но внутри поселилось такое вот на подсознательном уровне ощущение, что он мало вкладывается. И из-за этого при любом его там «а что будем делать?» ты закатываешь глаза, хотя ты не признаешь, что ты уже обиду затаил. И когда он говорит, что он устал, там, пусть все само решится, у тебя внутри прям все кипит, бурлит. Потому что тебе кажется, что его вот это нежелание включаться – это игнорирование твоих желаний. И это накапливается незаметно. Ты стала реже делиться там с ним новыми какими-то идеями, как будто ты проверяешь, заметит ли он вообще твое молчание. А он удивляется, там, почему ты вдруг стала там отстраненной, сухо разговариваешь с ним. Хотя сама ты не признаешь, что корень всех бед – это твоя обида на его вот эту постоянную пассивность. Ну, по рыцарю мечей у нас вопрос, как он воспринимает твое молчание, да, или твое недовольство, и почему вы до сих пор ходите вокруг да около. Ну, смотри. В его глазах твое недовольство, оно выглядит, знаешь, как резкие выпады на ровном месте. Он не видит, откуда дует ветер, потому что ты не проговариваешь это все открыто, а сам он не догадается. Когда ты там в очередной раз сквозь зубы говоришь «ладно, я сама все сделаю», да, то он понимает, что ты чем-то там раздосована. Ну, ты вот это слово поняла, да? Чего-то ты там злишься. Но он не может сложить это в четкую картинку. Вместо того, чтобы спросить напрямую, он начинает защищаться и, как говорится, проявляет колкость в ответ. Вам обоим проще прятаться за короткими фразами, потому что открытый разговор, он же только для взрослых людей, правда? И он вам кажется слишком сложным. Никто не хочет показаться слабым там или там неумелым. Так вы вот оба ищете момент, когда можно выпалить все на чистоту. Но каждый раз либо там отвлекаетесь, либо не решаете сделать первый шаг. В результате гордость побеждает, как у тебя, так и у него. Тут я по головке никого не глажу, потому что вы два сапога пара.
В результате ходите вокруг да около, как будто боитесь столкнуться там с правдой, которая может звучать не очень приятно. А правда в том, что вы чрезмерно гордые двое детишек. Кто, если не я, вам правду скажу? Король жезлов — это у нас что точно нужно вслух произнести, да, чтобы снять напряжение и обиды не копить. Ну, по королю жезлов огонек. Просто прямым текстом скажи о своем вот этом желании видеть его как инициатора, да, инициативу с его стороны. Признайся, что вот скажи ему, вот мне важно чувствовать, что ты можешь взять на себя вот это и вот это. Я хочу, чтобы ты иногда, как говорится, удивлял меня там идеями, да? Не ждал, когда я сама все подготовлю, если речь про планирование. Тебе нужно обозначить, что это не каприз твой, это реальная потребность, без скандалов. Учись, если ты смотришь меня, то учись добиваться своего хитростью, умом, а не капризами, истериками и так далее. Понимаешь? Я тебя научу хитрить в отношениях, как настоящая, как говорится, татарская женщина. Добавь ему еще, что не хочешь больше терпеть это молча, потому что молчание между вами нагнетает вашу атмосферу любви. Прям манипулируй словами. Я тебя научу манипулировать. То есть, смотри, как обычно ты делаешь. Мне надоело и понеслось вот это. Запомни, мужчины — это не женщины. Чем спокойнее ты говоришь, чем больше ты доводов делаешь, тем лучше тебя мужчина слышит. Запомни одну важную вещь. Ругачки, ссоры, истерики, детские манипулирования мужчиной сразу видны. И, скорее всего, если ты пытаешься так делать, а ты пытаешься так делать, мужчина для тебя, он ничего не умеет, он ничего не хочет, он ни в чем не заинтересован. Нет. Он отключается от тебя. Понимаешь? То есть, еще раз говорю, подойди, спокойно скажи. Пупсик мой. Прям именно пупсик, да, ты мне скажешь, я никогда ему такое не говорю, а ты скажи. И без смеха, потому что он все воспринят как несерьезную штуку. Скажи: пупсик мой, я устала молча терпеть все, молча нести обиду, или мы строим отношения так, как мы там в консенсусе, вот это слово, да, чтобы равноправие было. И находим компромисс, не консенсус, а компромисс, да, или находим компромисс, или я тебе покажу пирата. Потому что молчание между вами, вот это горделивое, оно атмосферу нагнетает. Вы даже начинаете друг друга, возможно, в чем-то ненавидеть, хотя даже сами не знаете в чем. Тебя, заметь, уже начало бесить, что он там чавкает, да, хотя раньше на это внимание не обращала. Вот именно вот из-за этого все нагнетается, и потом маленький, как говорится, маленькое вот это чавканье, да, может спровоцировать огромную бурю, шквал эмоций. Понимаешь? Когда ты говоришь, что устала тащить всю вот эту организационную лямку, да, как бурлаки на Волге, то делай это без намеков, без вот этих вот молчаливо-горделивых «он сам догадается». Делай это четко и ясно. Пусть знает, что ты ценишь его взгляд, да, и ждешь, что он свой вклад внесет. Не только там в полчаса последние, да, но и всегда для лучшего общего дела. А отношения — это и есть общее дело.
Это не дело одного. Это не дело там вот этих ссор, перебранок и так далее. И так у вас появится шанс выстроить более равное партнерство, где никто не держит внутри вот эти горькие обиды, и вы совместно вот ищете вот этот выход из сложившихся ситуаций. И я не только про организационную работу. Понимаешь? В итоге говоришь тихо, без манипуляций, но манипулируй очень красиво. Я понимаю, что у тебя сейчас диссонанс. Без манипуляций, но с манипуляциями. Женская манипуляция. Иначе я... Все, вот если ты произносишь слово «иначе я», это выключатель мужского мозга. Понимаешь? Вот просто услышь меня. Как только ты начинаешь говорить «иначе я» или вот это вот паразитарное «а ты вот это не делаешь», да? Вот у тебя такое любимое. Так вот, это и есть выключатель мозга. От этого отталкивайся, что после «а ты» или «иначе я» или «ты не получишь», все, мозг дальше не слушает тебя, мужской мозг. Поэтому у тебя постоянно, как будто он тебя не услышал. Мозг не воспринимает вот после вот этих слов дальше предложение. Поэтому тебе нужно быть хитрее. Ты же меня любишь? Я вот сделала вот это. Помоги мне, пожалуйста, потому что ты у меня красавчик. Вот. Ты пощекотила его самолюбие вот этим красавчиком, да? И он пойдет делать, если он адекватный мужик, конечно. Понимаешь? Не манипулируй компотами и так далее. Это самое глупое, что женщина может сделать. Это манипулирование компотом или там манипулирование детьми. Это вообще жесть. Как сказать это все по-человечески, да, без резких слов и при этом не потерять суть по 7 пентаклей? Спокойно сядь, чай приготовь, скажи, что ты считаешь, что ваши отношения ценные, но ты чувствуешь дисбаланс. Вот именно вот так и скажи. А дисбаланс в чем? В распределении обязанностей. Не истери, не говори «а ты», не говори «иначе я», там вот это все, потому что дальше он тебя не будет слушать. Не нужно упрекать его там с порога, как говорится. Нужно начать с того, что тебе хочется вместе расти. Ну, например, там, давай попробуем новые форматы, да, где каждый берет часть задач домашних на себя. Приведи пример. Если мы там собираемся на дачу, да, давай ты отвечаешь за покупки продуктов, за там списки, а я займусь вот этим, да. Понимаешь? Суть в том, чтобы мягко, но четко сказать, что ты не хочешь все в одиночку делать, и тебе нужна его вовлеченность. Понимаешь? При этом избегай сарказма, недомолвок, ссор, истерик, явных манипуляций избегай, да? Он услышит задачу и скажет: «Я понял, инициативу проявлю» и так далее, да? Такой разговор лучше не вести вот на бегу, да, чтобы не было ощущения, что это упрек. А вот именно конструктивный диалог. Понимаешь? Но не так, как ты обычно. А давай поговорим о нас. И все, мужик тебя не слушает. Никогда не будет мужик тебя слушать, если ты так разговариваешь. И у тебя будет ощущение, что ты одна в отношениях. Вот пощекоти его самолюбие, как делают это умные, хитрые женщины. Ты у меня такой умничка. А давай сегодня вместе подготовим там план туда-то, да, или там, а давай сегодня вместе, ты у меня такой умничка, а давай сегодня попробуем приготовить еду вместе. Я буду делать вот это, а ты будешь делать вот это. Мы же любим друг друга, правильно? И все.
мужик пойдет тебе помогать, потому что он умничка. Так ведь? Если у него срабатывает, если я это не сделаю, значит, я нифига не умничка. Понимаешь? Или там, ты же хочешь равноправных отношений? Но без упрека, а спокойно. Потому что маленькая нотка сарказма, он скажет, да, хочу, но или там я не хочу, да, назло может сказать. Поэтому делай это все спокойно. Нотка сарказма, нотка упрека, нотка там чего-то вот этого, как сказать, хитрожопости, оно все боком выйдет. Умей манипулировать мужиками нормально, истинно, грациозно, а не там истериками, детскими обидами и так далее. Вы взрослые люди, пора взрослеть. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Что за обида или претензия сидят так глубоко, да, что ты сама не замечаешь, как он меняет твое поведение. Ну, смотри, по императрице у тебя вот давняя обида. Ты ему много заботы даешь, да, по императрице, много терпения, тепла, но ты видишь, что он вот это все как само собой разумеющееся принимает. Когда ты стараешься там создать уют дома, да, там вкусный ужин, обед приготовить, там помогаешь там с чем-нибудь, да, а он отмахивается, не благодарит, и у тебя внутри копится вот это раздражение. Ты не осознаешь, как вот в ответ ты начинаешь смотреть на него там холоднее, да, иногда даже сухим тоном с ним разговариваешь, чего раньше не было. Раньше уси-пуси в рот ему смотрю, да, и смотрю, что он говорит. Это уже у тебя включается автоматически, когда он ведет себя, как будто вот все твое внимание — это его пожизненная привилегия. Вместо того, чтобы сказать прямо, что тебе важно получать вот эту теплую обратную связь, да, как я это вам говорю, в комментарии пишите, мне нужна ваша обратная связь. Пусть даже будет она, как говорится, поливание меня чем-то там. Но я хочу видеть, что вам нужен мой вклад. И вот именно это ты и должна говорить. Что тебе нужен от него вот этот вклад в ваши отношения. А ты что делаешь? Ты тихо замолкаешь, прячешь недовольство где-то у себя в глубине души. Но эта обида, она потом дает о себе знать. И ты можешь поймать себя на том, что ты все чаще чувствуешь вот эту грусть, да, раздражение, ощущение, что ты одна в отношениях. Хотя вроде бы ничего такого глобального и не произошло, так ведь? Возможно, даже не ругаетесь, а просто чувствуешь это. Как он воспринимает твое молчание, да, или твое недовольство, и почему вы до сих пор ходите вокруг да около? Ну смотри, по 8 пентаклей он все вот привык делом решать и не погружается вот глубоко в эмоции твои. И если ты замолкаешь или там смотришь на него хмуро, да, буря мглою небо кроет, он просто считает, что там это что-то такое бытовое и само у нее пройдет. Он думает там, вот у нее там день плохой, она на работе устала, потом отойдет. Понимаешь? То есть он видит твою усталость, но он не догадывается, что корень в том, что ты чувствуешь, это то, что ты чувствуешь себя с ним недооцененной. В итоге он погружается там в какие-то свои бытовые или рабочие мелочи, да, старается решать другие вопросы, думая, что если станет больше помогать там по дому или там починить сломанный смеситель или там еще что-то, мусор выкинет, то все наладится.
Вы оба ходите вокруг да около, потому что ты не открываешься, а он не лезет глубоко в твои эмоции. И получается, что вот формально все функционирует. Он там что-то делает, да, ты что-то делаешь, но гармонии нет. Потому что никто не озвучивает боль, которая спрятана за вашим молчанием, понимаешь? Что точно нужно произнести вслух, чтобы снять напряжение и не копить обиды по двойке пентаклей? Но, как сказать, тебе нужно прямо и просто сказать: я хочу, чтобы ты замечал мой вклад в наши отношения и там про это говорил вслух. Для меня там важно слышать спасибо. Понимаешь? Без намеков, без подтекстов, а открыто. Мне не хватает обратной связи. Да, мне не хватает там твоей какой-то реакции, там в виде спасибо, пожалуйста и прочее, прочее. Еще также не помешает, знаешь, сказать, что ты оцениваешь его помощь по дому там и другие дела, но что тебе важно не только практическая польза, да, а еще и чтобы он тебя эмоционально признал. То есть, как сказать, спасибо сказал вот от души, да, то, что не просто, ну ты же знаешь, он тебе обычно говорит, ну ты же знаешь, что все было вкусно, да, например. Зачем мне это тебе говорить? Нет, скажи, что тебе важно именно спасибо. То есть ротом это скажи, ротом. Когда ты молча продолжаешь вот строить там какие-то догадки, ждешь, что он сам там догадается, да, напряжение только растет. Понимаешь? Не обязательно там долго там благодарю тебя, моя жена, любимая, свет очей моих, кладезь ума моего и так далее. То есть долго не нужно говорить. Просто скажи ему, что достаточно одной, там 2 слов, там спасибо, любимая, спасибо, дорогая и так далее. И все. Скажи, ты же не обломаешься от этого. Понимаешь? Иначе он так и будет думать, что ты там просто устала на работе, просто у тебя там дни женские, да, или там погодой недовольна. В то время как ты внутренне будешь просто ждать гораздо просто теплой отдачи от него, да, теплой, как сказать, обратной связи. Лучше ротом, дорогая. Как это все сказать по-человечески, да, без резких слов и при этом суть не потерять. Ну, по 6 кубков важно показать, что ты на него не нападаешь, не истеришь, не ссоришься, не ругаешься. Ты просто стараешься восстановить атмосферу тепла и взаимной поддержки в ваших отношениях. Можешь начать, например, разговор там с воспоминаний, да, по 6 кубков. Там, когда вы только начинали отношения, и он, например, там тебе цветы приносил, да, делал неожиданные приятные сюрпризы. Скажи вот, я помню, как мы раньше там радовались мелочам. И мне этого сейчас очень не хватает. Понимаешь? Используй вот этот мягкий тон и не говори «ты мне должен», да? Лучше, например, сказать «мне приятно, когда ты даришь внимание и благодарность». Я хочу, чтобы это, как сказать, этот огонь между нами продолжался, этот теплый огонь. И вот такой спокойный вот посыл ему в голову. Он покажет ему, что ты не обвиняешь, ты просто хочешь вернуть ту вот эту дружескую близость, которая была раньше. Понимаешь? Избегай упреков типа «ты все забыл», да? Или там «никогда ты этого не делаешь». Знаешь, нужно акцентировать, как здорово, когда он проявляет вот эти простые, но живые знаки заботы. Понимаешь меня? Понимаешь ты все.
Король мечей — это у нас какой позитивный итог принесет вот этот честный разговор для ваших отношений и твоего внутреннего покоя? Ну, все понятно, да? Он услышит тебя в четкой формулировке, без эмоций, понятно и прямо. Понимаешь? Король мечей — это прямо в лоб. Это задаст новый тон между вами, где он осознает, что отношения требуют не только вот денег, да, чтобы приносил, или там решение задач, типа розетки починить, но это еще и тепло в словах, в поступках и так далее. И ты ощутишь, что больше ты не ходишь с этим камнем на душе, да, тайно обижаясь, а ты говоришь, чего ты хочешь. В итоге вам будет проще обсуждать там любые мелочи, да, не превращая их в грандиозные драмы с битьем посуды. Он поймет, что стоит иногда останавливаться в своей занятости, да, чтобы сказать там «Спасибо, любимая, там, Танечка, да, я ценю все, что ты делаешь». А ты, не копя вот эти эмоции, сможешь сохранять внутреннее равновесие. И такое равновесие вам обоим придаст уверенности в своем совместном общем будущем. И в осознании, что любые мелкие проблемы можно решить просто ротом. Понимаешь? А не через вот этот молчаливый саботаж, да, или там холодную стену недосказанности, которая сейчас у вас. Ну, по идее, мне тут больше сказать нечего. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки штанишки пристегнули, полетели башня. Что за обида, да, или претензии сидят так глубоко, что ты сама не замечаешь, как она меняет твое поведение? Первый вопрос. Башенка, башенка твоя любимая. А ты уже устала скрывать, что ты там чувствуешь себя брошенной, да, в моменты, когда он молча, как сказать, даже рушит планы ваши. Или внезапно отменяет между вами какую-то договоренность. Глубоко внутри ты обижаешься, потому что ты вложила в это все, всю свою душу. Ну, например, по плану, да, возьмем, ты выбрала кафе, придумала там маршрут, заранее денег подкопила с совместного бюджета, да? А он в последний момент все ломает. И альтернативы не предлагает. И это не только про это во всем. Он просто вот как будто, знаешь, вы идете вместе, идете, и хоп, он на 180 градусов поворачивается. Внешне ты показываешь, что там все нормально, я справлюсь и так далее, а на самом деле внутри у тебя буря прям кроет небо мглою. Ну, ты поняла меня. И вот эта обида, она так сильно в тебе сидит, что теперь ты стала просто нервотичкой. Вот прям вот как маленькая психопатка стала. Ты вот стала вот на все реагировать, даже на мелкие какие-то там в его обещаниях сбой, да, начала прям вот взрываться. Любое его там давай перенесем, давай отложим, давай потом, это моментально тебя заводит. Хотя ты пытаешься делать вид, что ничего страшного. Но вот эта боль внутри, она копится. И уже тобой управляет сильнее, чем ты думаешь. Башенка. Иногда, мне кажется, ты даже задумываешься, ну, как сказать, бросить его. Потому что все-таки башня, еще раз повторяю. Карты не хочу объяснять, вы и так уже со мной все карты знаете. Как он воспринимает твое молчание, да, или твое там недовольство, и почему вы до сих пор вокруг да около ходите. По королеве Пентаклей, ну, понятно, да? Он тебя видит как хозяйку положения.
которая всегда и выход найдет, и сама там обеспечить может все, что ей нужно, да, там свою жизнь даже. Если вы вместе не живете, то он тебе деньгами не помогает, потому что считает, что она хозяйка положения своей жизни. Когда ты обижаешься на него, да, он думает, что это такая мелкая капризность, которая сама пройдет, потому что снаружи ты спокойно, прагматичный и так далее и тому подобное. И он искренне верит, что ты не так уязвима, как другие женщины. Ты кремень. И что тебе не нужны, как сказать... Вот, как сказать, я вот, смотри, на языке крутится, но сказать не могу. Вот когда он считает тебя кремнем, кременем, да, вот этим словом, стальным прутом, давай будем говорить, у тебя внутри стальной стержень, и что любовь это не для тебя. Вот как это сказать? То есть тебе не нужны там долгие разговоры про чувства. У него в голове ты другая, понимаешь? И поэтому он не лезет в твое молчание. Он считает, что тебе проще там переждать наедине, да? Поэтому он может уйти и оставить тебя с проблемами, потому что в голове у него ты стальной стержень. Кремень. Вы оба вокруг да около ходите, потому что ты про это не говоришь прямо, да, про проблемы, то, что тебе денег нужно, что тебе нужно мешок картошки донести, помочь. А он считает, что ты уверенная в себе, самостоятельная женщина и сама донесешь этот мешок картошки, потому что ты не просишь. И он не догадывается, что внутри ты уже прям кипишь. Прям готова купить леща и приготовить ему и дать его, да? Ему кажется, что если ты с ним там, например, там, здороваешься уже, да, не отказываешься от совместных каких-то прогулок, значит, проблем нет. Понимаешь? Просто ты там чего-то себе удумала, но она решит сама. Ничего страшного. Что нужно произнести вслух, да, чтобы снять напряжение и обиды не копить? Прямо скажу. Для тебя это, как сказать, для тебя совместное планирование и вот это воплощение задуманного в жизнь – это не мелочь. Это ключевой показатель единства, и ты это должна сказать. Ты хочешь, чтобы он там не только твои идеи слушал, но и свой вклад вносил. Он же мужчина. Только так не говоришь, да, то, что ты же мужик, потому что это сразу его отключит. Чтобы он придерживался договоренностей, не отменял их там, как сказать, по собственному желанию. Скажи, что тебе важно не быть в роли такого человека, который все придумывает, да, а потом страдает от отмен планов. Скажи, что ты хочешь, чтобы вы вместе распределяли задачи и ответственность. Вместе. Чтобы чувствовать то, что вы команда, а не ты один игрок, который взяла на поруки, не поруки, а как называется, нянечка приходит домой. В общем, взяла нянчиться взрослого лба. Как называется там? Нянченье. И твердо это произнеси, но доброжелательно, давая понять, что тебя ранят не просто вот эти, как сказать, встречи отмененные и прочее отмененное, да, а ощущение, что он не ценит твои старания. Проблема же не в том, что тебе эта встреча так сильно нужна была, что он отменил, и что у тебя это обесценивание. И объясни этому тугодуму, что это обесценивание. И что у тебя ощущение, что он не ценит твои старания. Не манипулируй, а вот скажи спокойно. Когда ты скажешь, что видишь в нем, как говорится, единомышленника, да, партнера, а не просто пассивного человека с тузом жезлов, да,
То есть не только ты писюноносец, извините меня за выражение, да, ты мне друг, брат, сват, лучшая подруга, лучший друг, и все это в одном человеке. Почему я одна это все делаю? Я, если делаю, то я хочу, чтобы ценили мои старания. Понимаешь? И что это не просто твой каприз, а это серьезная тема для разговора, потому что отношения строят двое, а не один. Понимаешь? Как это сказать по-человечески, без резких слов, и при этом не потерять суть по влюбленным? Заговариваюсь, по влюбленным. Ну смотри, просто пойми, что я тебе говорю. Сосредоточься на том, что вы пара, где оба должны учитывать желания друг другошние. Понимаешь? Не начинай там с обвинений и прочего. Как всегда говорю я, начни с теплых слов. Например, там «ты для меня дорог», «я хочу быть ближе», «но мне иногда больно, когда ты», и вот это вот скажи. Опиши, что именно тебя ранит. Покажи, что речь идет не о том, чтобы найти виноватого, а о том, чтобы вывести отношения на более искренний уровень. Прямо скажи, чего ты ждешь, да? Мне хочется участия твоего, да, чтобы мы вместе решали там, как тратить деньги, время и прочее, да. Я нуждаюсь в тебе. Понимаешь, вот эта манипулятивная хрень, она даст тебе управление вот этим молодым человеком. Понимаешь? Старайся не переходить на «ты там», «ты всегда», «ты никогда», потому что тогда он просто закроется. Акцентируй весь свой разговор на словах «мне важно», «мне нужно», чтобы показать, что это твои живые чувства, а не попытка прижать его к стенке. Понимаешь? Я вас на протяжении полугода учу нормально с мужиками общаться. Поэтому, когда идут комментарии мне а он не ценит, а он это, а пусть там это». Ну, это же инфантильность ваша. Нужно же поступать как взрослая, хитрая женщина, а не как инфантильный ребенок. Ну, а какой нормальный мужик придет к инфантильному ребенку? Да никто. Так вот, ты поняла, да? Я тебя учу манипулировать. Мужчина учит манипулировать мужчинами. Ужас какой. Так, десятка пентаклей. Какой позитивный итог принесет этот честный разговор для ваших отношений, для твоего внутреннего покоя? Я думаю, что десятку пентаклей трактовать вам не нужно. Это прочная, уютная семья. Это, нет, даже не семья, это ваш мир. Понимаешь? Вы научитесь выстраивать свой уютный мир. Твое открытое признание, что тебе больно, это даст ему сигнал. Понимаешь? Какой сигнал? Что не нужно отмахиваться, нужно принимать участие. Если вы, конечно же, оба пойдете друг навстречу другу, а не один стоит, а ты идешь. И у вас формируется более крепкий союз, семья. Даже если вы не женаты, вы семья уже. Каждое отношение после первого поцелуя, даже в щечку, вы уже семья. Дедушка старых устоев, поэтому принимай это вот так. Где каждый обязан носить, свою долю ответственности, свои идеи. Понимаешь? Сегодня, вот, например, он телец, да, как я. Кого я никогда не забуду. Кто мне говорил: а давай мы с тобой сегодня идем туда. Заметь, как я сказал, это не вопрос. Мы с тобой идем туда. Понимаешь? Вот, и ты так делай. Но и делай так, чтобы он то же самое делал. Например, по очереди договоритесь. Например,
на эту субботу ты планируешь, куда мы пойдем, тебе, как говорится, флаг в руки. Я планирую через неделю. Если ты готов выстраивать отношения как взрослый человек, то давай сделаем так. Понимаешь? И прочие манипуляции, которые я сегодня сказал. Обязательно посмотри предыдущие варианты, да, первый и второй, и ты для себя очень многое подчерпнешь. Понимаешь? Тебе будет спокойнее, потому что по десятке пентаклей тебе не нужно будет гадать, почему он там планы отменяет, да, обратной связи не дает. Вы найдете общий язык в деталях. И вот это создаст атмосферу, где вы вместе строите фундамент и чувствуете себя командой, а не двумя людьми, которые периодически пьют компот. Понимаешь? Или там сталкиваются постоянно лбами из-за несказанных обид. Вы перестанете быть инфантильной парой. И вот эта надежность, она освободит вот много места для радости, для совместных каких-то начинаний, для совместных прогулок, где ты больше не будешь бояться, что в последний миг все там опять снова сорвется. Понимаешь? Подписывайся на канал, жмякни на колокольчик обязательно и приходи в проживание арканов. Ты это все проработаешь. Будет легко и проще строить отношения с мужчинами. Возможно, даже манипулировать научишься хорошо, красиво и изысканно. И помни, что дед с тобой рядом.